Привет всем любителям пива, с вами Ян Калка, и у нас на обзоре чешское пиво под маркой Конрад. Честно, я раньше его пил уже не раз, оно было в белорусских, минских разливайках очень часто. Сейчас его завезла сеть Виталюр, и я впервые увидел ее в банке у нас в Минске. Так, 3 баночки я нашел. Первая 3,8 Братиславское пиво, 3,8. Светло-вычерный. Что мы имеем на контр-этикетке? Пиво светлое, пастеризованное, фильтрованное, Конрад вачерный, Конрад бачковой. 9 экстрактивность сусла, 3,8 алкоголя. Что-то очень похожее на козла, да, особенно которое в России в Калуге делают. Пробуем. Скорее всего, это сделано специально под рынок СНГ, потому что, как правило, чехи даже региональные пишут не алкоголь, а экстрактивность начального сусла. Это главное у чехов. Отсюда это десятка, 11, 12. И здесь этого нет. Я зашел на сайт, у них это есть на сайте, особенно вот этом Конраде светлом. Там есть именно 11, вот так красуется. То есть на чешских пивасах там, как правило, может алкоголя даже не быть. То есть алкоголь где-то нужно будет вычитывать. А именно плотность там отсюда десятка, 11, 12, она всегда есть и большими буквами. Вот здесь, на этом пиве, хоть оно и чешское, нету этого. Но, зайдя на сайт, я видел, например, вот это пиво, вот это пиво под другим, кстати, названием, вот это пиво с большой цифрой 11, вот это тоже по-другому называется. Поэтому вот это, скорее всего, сделано, обратно же пиво сорбира бир, Ола, мы видим, что это пиво, скорее всего, экспортное. И обратно же очень дешевое, 2,9 рубля, это чуть больше доллара, очень дешево даже по белорусским меркам. Аромат, в аромате хмель. Здесь баланса нет, здесь все-таки больше в хмель, и как-то тело отдельно, запах отдельно, как-то баланса какого-то нету. Ладно, давайте Конрад зелененький. Это 11. Пиво светлое, фильтрованное, пастеризованное, Конрад лагер. В составе вода, ячменный солод, хмели, продукты, алкоголя 4,8. Кстати, где-то тут прочитал, вот здесь, белорусы неправильно переводят, вот здесь нету хмеля, экстракта хмеля, а вот здесь есть экстракт хмеля. Причем наш белорус импортер, поставщик Ветер Мил Бел, не пишет о том, что здесь экстракт хмеля используется. Минус вам, ребятки, экстракт хмеля, ну, возможно, тоже будет интересно, посмотрим. Так, а здесь уже пустовато. Кстати, в ароматике здесь намного пустее. Да, другой хмель используется, кстати. Да, здесь разный хмель используется, и здесь разный хмель точно используется. Пробуем на вкус. Вот этот более приятный, более классический. Здесь меньше хмелька, но он приятнее заходит. Солодовый, вот этот более солодовый. Приятный алкоголь не слышно, но на послевкусии дисбаланс по аромату. По аромату совсем, кажется, сейчас будет пустой, либо немец такие с пятерочкой условно. На вкусе есть все-таки солод. И более того, вот этот вот Конрад 11, да, лагерь, он пустее, даже по цвету пустее, чем 9 вот это. Странно. И по цвету, кстати, если мы посмотрим. Так, как мне показать? Вот так. То есть 11 Конрад, он светлее, нежели 9. И у нас Конрад, тьмяный лежак, темный лагерь дарк, в составе вода, светлый ячменный солод и темный ячменный солод, экстракт хмеля. 11 экстрактивность, 4,4 алкоголя. Открываем. И наливаем. Желтая шапка, такая коричневая, даже цвет пива не белая. В аромате очень много жжёнки, я это не люблю. Здесь очень много жжёнки, пахнет оно в стиле прям под стаут какой-то. По цвету не совсем черное, скорее всего янтарное. Хлебушек, в сторону жжёнки, квас, я думаю, что оно должно быть сладковатым. По ароматике мне не нравится такой темный лагерь. Давайте попробуем на вкус. Не сладкий, он кислит, я не понимаю, почему он кислит. Из-за жжёнки. И не уверен, что он должен настолько кислить из-за жжёнки. Чуть-чуть корочка хлеба, в основном все в жжёнку уходит. Мне не нравится пиво, хотя я люблю темный лагерь. Оно, кстати, совсем не темное. Пустое, с кислинкой, даже какой-то хмелек в конце нет. Вот это вот сразу нет. Вот это вот темный лагерь от них, лежачок, никакой, не покупайте. Любители не знаю чего, любителей темных лагеров и так немного, но я один из них, но вот это вряд ли вам понравится. Хотя напишите в комментах, кто пробовал, кому понравилось. Это балла 3. Даже 2. Почему 3? 2. 2 балла я больше никогда это не куплю. Это импорт тем более. Я это никогда не куплю. Вот здесь еще сейчас вопросы понюхаем, может что-то вылезет. Вот это разбаланшено. Да, то есть для 9 здесь как-то полнотелое оно сильно непонятно, либо наоборот на этикетке. И много хмеля, резкого хмеля, неприятного хмеля. Не знаю, не нравится мне ни одно, ни второе, ни третье почему-то. Ну давайте
То есть куплю я это пиво еще раз? Нет. Оно дешевое, да, оно чешское, оно дешевое, но, честно, ерунда. Этому поставим 4, этому мы поставим тоже 4. Потому что кому-то, может быть, здесь чуть хмель, здесь чуть солод, это более сбалансировано, но хмель не очень хороший, здесь все в хмелю, но тело какое-то непонятное. Это вообще абсолютно пустое, с кислинкой, 4-4-2. Давайте подведем итог, 4-4-2. Куплю ли это пиво еще раз? Нет. Если будет стоять рядом белорусское пиво даже по такой же цене, я куплю белорусское пиво. Ничего особенного, здесь вообще кислинка, ее здесь не должно быть, как мне кажется. Ну а если она есть, то мне это не нравится. Здесь какой-то хмель жесткий и непонятное тело для девятки, 3,8. Ну, оно плотное, оно реально не питкое. И горчинка сразу же выпирает, и на вкусе, на послевкусии в Урквале условном такого нету, да и в хамовниках нету. То есть на послевкусии, да, горчинка идет. Здесь она сразу выпирает, она некрасиво ложится на язык, некрасиво на послевкусии, это ерунда. 4 балла. Это более сбалансированно, но тоже. Мне, честно, не нравится. Тоже 4 балла. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ян Каалка. До новых обзоров. Этих чехов региональных я вам не советую покупать.